Серый подмосковный полдень пах сыростью, бензином и жухлой травой на обочине. Для нее этот день начинался как самый счастливый. Поездка в машине всегда сулила что-то прекрасное, новые запахи, долгую прогулку или хотя бы просто присутствие человека рядом. Она сидела на заднем сиденье, преданно положив морду на плечо хозяина, и тихонько поскуливала от нетерпения, вглядываясь в проплывающие за окном деревья. Машина свернула с оживленной трассы на глухую, безлюдную дорогу неподалеку от местной фабрики. Вокруг не было жилых домов, только серые бетонные заборы, редкие перелески и тягучая тишина. Автомобиль плавно затормозил, дверь открылась, и знакомый голос скомандовал выходить. Собака радостно выпрыгнула на примятую траву, ожидая, что хозяин пойдет следом, достанет из кармана любимый старый мячик или просто потреплет ее за ухом. Но вместо этого хлопнула тяжелая дверь, щелкнул центральный замок, а мотор взревел. Колеса, подняв облако пыли и мелкого гравия, резко рванули с места. Собака не сразу поняла, что ее предали, бросив одну на улице, поэтому еще долго ждала, что хозяин вернется. Ей сначала показалось, что это такая игра, новая, странная и немного пугающая. Она весело залаяла и бросилась вдогонку за удаляющимся бампером, пытаясь догнать родного человека. Скорость машины росла, а собака бежала изо всех сил. Ее лапы сбивались о жесткий асфальт, сердце колотилось в грудной клетке, как сумасшедшее, а легкие обжигал холодный воздух. Она пробежала за автомобилем больше километра, едва не попав под колеса других машин. Мимо на огромной скорости проносились встречные автомобили, тяжелые фуры обдавали ее потоками ледяного воздуха и оглушительным сигналом, но она не смотрела по сторонам. Ее взгляд был прикован только к одной цели — удаляющемуся серому багажнику. Но хозяин питомца был не намерен останавливаться и только увеличивал скорость, заметив погоню в зеркале заднего вида. Машина скрылась за поворотом, оставив после себя лишь едкий запах выхлопных газов и сизое облако дыма на пустой дороге. Выбившись из сил, с ободранными подушечками лап и хриплым, прерывистым дыханием, собака вернулась на то место, где ее оставили. Животное просидело сутки почти неподвижно на одном месте, не теряя надежду и преданно смотря вдаль. Время шло. День сменился холодной подмосковной ночью, затем снова рассвело, но собака не трогалась с места. Каждый шорох и каждый похожий звук мотора заставляли ее вздрагивать, приподниматься на затекших лапах и поднимать уши, но машины проносились мимо. Местные жители и прохожие быстро обратили внимание на одинокую гостью, и за невероятное терпение ее успели даже прозвать Хатико. Бедняжка не хотела есть, хотя люди ласково звали ее и пытались накормить свежим хлебом, теплой кашей и сосисками. Горло животного сжимал спазм обиды и непонимания. А еще она сильно дрожала от холода и пережитого стресса. Только под вечер вторых суток собаку получилось завести в сторожку фабрики, возле которой все произошло. Местный охранник, у которого тоже сжималось сердце при виде этого молчаливого страдания, тихо разговаривал с ней, не делая резких движений. Он налил ей теплой воды и постелил старый бушлат. Уставшее животное, понурив голову, медленно побрело за ним в тепло. Там она свернулась калачиком в углу, продолжая тихо вздрагивать во сне, вздыхая каждый раз, когда за дверью проезжал очередной автомобиль. Одна девушка не могла просто наблюдать за этим со стороны и решила помочь несчастной собаке. Настя поняла, посмотрев записи с камер видеонаблюдения, что хозяин, оставивший питомца в безлюдном месте, больше никогда не вернется за ним. На видеозаписи было четко зафиксировано, как мужчина хладнокровно оставляет животное и уезжает, абсолютно сознательно игнорируя его отчаянный бег. Так что Анастасия взяла на себя заботу о собаке,
и твердо решила, что это дело нельзя оставлять просто так. Она даже сходила в полицию и написала там официальное заявление на этого мужчину, чтобы его наказали за совершенную жестокость. Настя верила, что безнаказанность рождает новые преступления, и была полна решимости довести дело до конца. Проявив настойчивость, девушке удалось узнать госномер автомобиля мужчины, а затем через базы данных выйти на номер его телефона. Настя решилась набрать этот номер, и один раз ей даже удалось побеседовать с этим человеком. Но разговор получился крайне неприятным. Прежнего хозяина очень удивил звонок неизвестной девушки. Этот разговор заставил его сильно нервничать, и он сначала пытался отпираться, утверждая, что у него никогда не было собак, а машину он давно продал. Но под давлением улик и подробностей из камер видеонаблюдения мужчине пришлось признаться. В ходе беседы девушке удалось узнать, что зовут собаку Джессика, и она стала ненужной бывшему владельцу просто потому, что старая, и он не захотел больше тратить на нее свои силы, деньги и время. Он раздраженно заявил, что Джессика прожила у него много лет, но теперь требует слишком много внимания, после чего грубо оборвал разговор и заблокировал номер Насти. Волонтеры Общества защитников животных, к которым Настя обратилась за поддержкой, никак не могут понять, почему этому мужчине стала неугодна собака. Ведь Джессика оказалась очень ласковой, доброй, спокойной и к тому же прекрасно понимающей все основные команды. Она отлично ходила на поводке, не проявляла ни капли агрессии к другим животным и с первого слова понимала, чего от нее хотят. Ее старческий возраст проявлялся лишь в благородной мудрости, удивительном спокойствии и отсутствии всякой суеты, которая обычно бывает у молодых собак. Джессика оказалась идеальным компаньоном, готовым преданно сидеть у ног и тихонько класть голову на колени в знак благодарности за малейшее проявление человеческого тепла. Предательство оставило глубокий шрам в ее сердце, но забота Насти, теплые отношения волонтеров и сытная еда сотворили настоящее чудо. Собака, наконец, перестала дрожать, у нее появился здоровый аппетит, а в глазах снова затеплился робкий огонек надежды. Она начала робко вилять хвостом при виде своих спасителей и с удовольствием подставляла голову под ласковое поглаживание. История подмосковного Хатико быстро разлетелась по интернету, вызвав огромный отклик в сердцах сотен неравнодушных людей, которые искренне переживали за ее судьбу. Но с Джессикой все точно будет хорошо. Уже совсем скоро ее заберет новый, по-настоящему любящий хозяин. Этот человек увидел ее историю в социальных сетях и сразу понял, что Джессика — его собака, которую он готов оберегать до конца ее дней. Так что уже в ближайшие дни она обретет свой новый, уютный и безопасный дом, где ее больше никогда не предадут и не оставят одну на холодной обочине дороги.